Привет! Всех осознанных женщин поздравляю с наступающим 8 марта, но остальные пусть слушают поздравления по ГосТВ. Белорусские госслужащие продолжают удивлять своими познаниями в сфере новых технологий, которые по общей логике приспешников режима Лукашенко угрожают спокойствию страны. На этот раз в интервью СТВ заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, рассказывая новые страшилки, в том числе упомянул об угрозе использования новых технологий. Ситуация действительно заслуживает внимания, и я в этом выпуске расскажу, для каких целей говорящие головы режима озвучивают подобную информацию. А для того, чтобы получать достоверную информацию о том, что стоит за происходящими событиями, вам необходимо подписаться на канал, либо досмотреть видео до конца, чтобы YouTube даже без подписки рекомендовал наши новые выпуски. В словах Геннадия Казакевича МВД видит угрозу режиму Лукашенко в развитии новых технологий. Цитата. «Мои коллеги из ГУБОП говорят, что следующая революция будет революцией ТикТок, и она совсем не такая безобидная. Конкретно, например, год назад в Российской Федерации по щелчку в ТикТок 40 тысяч молодых людей вышли на улицы, и они дрались с ОМОНом. Мальчики и девочки, которым 14 лет и выше, другими словами, технологии в действии». Конечно, человек на такой высокой должности не может даже предположить, что молодежь просто не верит тупой пропаганде, которую круглосуточно транслируют режимные СМИ. Любой протест для режима – это всегда какая-то технология врагов, а не здравый смысл общества, которое устало жить в рабстве отсталых стариков. По мнению Казакевича, искусственный интеллект и нейросети могут быть использованы для мошенничества, а могут для деструктива, для совершения революции. Но каждый судит по себе. Если всю жизнь грабить народ и бояться ответной реакции, то, конечно, будет тяжело предположить, что множество денег и времени, затраченных для разработки нейросетей, а также искусственного интеллекта, имеют более важные цели, чем мошенничество и даже революция. Но то, что такие слова и понятия смогли выучить в высших прикорытных кругах, это уже достижение. Осталось совсем немного обзавестись обычным интеллектом и посмотреть вокруг, до чего докатилась страна. Но этого мы вряд ли дождемся, потому как это не дубинкой запугивать молодежь. А вот блокировка очередной социальной сети как раз по зубам доблестным защитникам государства. В то же время белорусский диктатор продолжает подготовку мирной Беларуси к войне с врагами, которые, как всегда, окружают его повсюду. Так, 4 марта самопровозглашенный президент подписал указ о переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени, в котором обозначен порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечение их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий. Как мы и предупреждали ранее, в Беларуси продолжается комплексная подготовка страны к полномасштабному участию в военных действиях. А опробовать новые методики можно и на собственном народе, например, на тиктокерах. Со слов лукашенковской Белты, издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и военное время. Это, к слову, на самом деле так. Именно в период нарастания военной угрозы проводятся подобные мероприятия. Таким образом, режим прямо готовит белорусов к тому, что военное время уже не за горами. Угрозы повсюду, бежать некуда. Страна окончательно превращается в большую тюрьму, где совсем скоро начнут заготавливать пушечное мясо для выполнения кремлевского заказа. Берегите себя, друзья, и помните, что никто не может отобрать у вас право выбора, пока вы живы. В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР в сотрудничестве с ВМС Украины поразил патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов». Это очередная выдающаяся морская победа Украины. В течение 2024 года это уже третий пораженный корабль российского флота после ракетного крейсера «Ивановец» и десантного корабля «Цезарь Куников». Атака на корабль состоялась в территориальных водах Украины украинскими морскими дронами. Как говорится, нечего шастать. Сергей Котов был новейшим из пораженных кораблей врага, включен в состав флота только летом 2022 года. Его стоимость оценивается примерно в $65 миллионов.
Патрульные корабли проекта, которым принадлежал Сергей Котов, являются носителями крылатых ракет «Калибр». Ими Россия систематически терроризирует города Украины и убивает мирных жителей. В составе вражеского флота было только 4 подобных патрульных корабля. Сергей Котов – новейший из них. Еще один корабль этого проекта, Павел Державин, сейчас на ремонте после атаки украинскими морскими дронами в октябре 2023 года. Наслаждаемся процессом вместе со спикером обороны Юга Натальей Гуменюк. Именно так она прокомментировала это событие. Украина прошла через 3-ю зиму полномасштабной войны. За это время она пережила болезненные потери, но и одержала блестящие победы, в том числе в ВСУ. Установлен рекорд по сбитию российской авиации. Украинскими ВВС только за последний месяц уничтожено 13 российских самолетов, в основном современных истребителей-бомбардировщиков Су-34, 11 единиц, каждый из которых может стоить до $50 миллионов. Также в течение зимы РФ потеряла 2 самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которых в российской авиации единицы. Для Украины это серьезный результат и психологическое давление на Россию, поскольку российские пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения поставленных задач по уничтожению украинских городов и обстрелам мирного населения. Массовое сбивание российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации России на востоке Украины. С начала года в ВСУ было сбито больше российских Су-34, чем воздушно-космические силы РФ получили в 2022 или в 2023 годах. На сегодняшний день в распоряжении ВКС России в общей сложности остаются около 80 боеспособных Су-34. Практически все Су-34 применяются для нанесения ударов для разрушения как можно большего количества зданий. С начала марта россиянами было задействовано 60 Су-34. То есть сегодня основная масса российских самолетов используется в боевых действиях против Украины. Помимо этого, силы ПВО Украины отразили наибольшую за всю историю комбинированную ракетную атаку, осуществленную с применением гиперзвукового оружия. Украинцы успешно сбивают вражеские ноу-хау, кинжалы и цирконы, выпущенные из российских истребителей-бомбардировщиков. Последние потери российской авиации побуждают россиян временно снизить авиационную активность по всей территории Украины. Воздушные силы России приостановили полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 после сбития украинскими силами ПВО уже второго такого самолета 23 февраля. В то же время российские войска пытаются восстановить отсутствие преимущества в воздухе, чтобы поддержать тактическое продвижение российских войск по всему фронту. Российская армия все еще продолжает наступательные операции по поддержке авиации, несмотря на риски потери большого количества самолетов. С последующим предоставлением Западом Украине ПВО и авиации Россия будет вынуждена максимально уменьшить использование воздушных ударов для поддержки своих войск и поражения населенных пунктов Украины. Послание Путина Федеральному собранию стало апогеем милитарной риторики с привкусом апокалиптики. Особый шарм и цинизм событию придает присутствие иерархов православной церкви. Очевидно, что увлечение сектантской формой православия, транслируемой патриархом Кириллом, привело к утверждению войны как нового мира. Фактически в сознание россиян вкладывается концепция вечной или, по крайней мере, длительной при жизни Путина войны как способа существования страны и нации. Это автоматически делит сторонников и противников Путина, оппозиционеров различного толка на сторонников и противников войны. Путин стремится повязать всех граждан милитарной риторикой как новой идеологией. Следовательно, ее носителями и ретрансляторами становятся и хорошие россияне, под тем или иным предлогом перебравшиеся на Запад, и жители российской глубинки. Ведь российский народ – носитель апокалиптического сценария войны. Ошибочно думать, что только власть несет ответственность за войну. За войну ответственны все россияне. Путин делает ставку на ядерный шантаж и полное дезавуирование Европы как слабого и несамостоятельного игрока. Россия в представлении Путина – один из столпов мирового миропорядка. На деле она подрывает миропорядок. Фактически президент России примеряет шинель Сталина, намекая на Ялту-2 и решение мировых вопросов.
раздел мира, переформатирование международной безопасности только лишь в диалоге с США. Россия заявляет о готовности к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Однако Европа в путинском сознании вообще не рассматривается как фактор современной цивилизации, ее безопасности и стабильности. В этой связи Европе, очевидно, помимо откровенно военного шантажа российского диктатора, придется столкнуться с крайне негативными проявлениями российского союзничества со странами глобального юга, нашествием мигрантов, подстрекаемых россиянами, исламской угрозой и терроризмом, то есть факторами, принципиально уничтожающими и уничижающими европейские ценности. Послание Путина программирует новые горизонты доктрины безопасности европейских государств. Очевидно, что несмотря на утверждение не нападать на Европу, Путин решил возглавить глобальный антиевропейский и шире антизападный поход, замаскированный под искоренение нацизма и защиту российских граждан. Страны НАТО все более четко представляют степень угрозы, исходящей от России, и срочно ищут решения в области безопасности, способные эффективно остановить Путина. Друзья, больше полезной информации в других видео. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Пока-пока.